Какой радиоуправляемый самолет 2026 года стоит ваших денег на самом деле? Один из моделей в этом списке разгоняется до 180 км в час и держится в воздухе без посадки больше 40 минут, и это не профессиональный дрон за сотни тысяч рублей, а серийная игрушка. Другой весит меньше листа бумаги, но снимает видео в разрешении, которое стыдно называть любительским. Забудьте про пластиковые модели из 90-х. Рынок радиоуправляемых самолетов изменился настолько, что граница между хобби и настоящей авиацией почти стерлась. Начнем с 10-го места, и уже здесь сюрприз. Hobby King Skywalker X8. Планер с размахом крыльев почти 1,5 метра, который в воздухе держится до часа без единой посадки. Не за счет мощного мотора, а за счет геометрии крыла. Инженеры скопировали профиль у настоящих планеров-рекордсменов. Новичок с базовым пультом поднимает его в первый раз без крушения, конструкция прощает грубые ошибки управления. На 9-м месте E-Flight Typhoon 64. Масса всего 800 граммов. Это реактивная модель с импеллером вместо винта. Воздух засасывается внутрь фюзеляжа и выбрасывается сзади, как в настоящем турбореактивном двигателе. Размах крыльев 87 сантиметров, скорость до 140 км в час. Звук при взлете такой, что соседи по парку оборачивают. Цена вопроса – около 20 тысяч рублей в сборе. 8-е место занимает Vertex Delta Ray, летающее крыло без хвостового оперения. Управляется только 2 поверхностями на задней кромке, что делает пилотирование непривычным для тех, кто летал на классических схемах. Зато скорость реакции на команды мгновенная. Модель выдерживает ветер до 12 метров в секунду, что по шкале Бофора соответствует умеренному шторму. 7-е место FreeSky Ascent Mini. Размах крыльев 42 сантиметра, масса 180 граммов. Корпус из пенополиуретана высокой плотности. После жесткой посадки достаточно клея пены и 5 минут времени. Помещается в рюкзак вместе с пультом и зарядным устройством. Встроенная система стабилизации удерживает самолет горизонтально даже при резких порывах ветра. Аккумулятора хватает на 20 минут полета. Немного, но для городского запуска с небольшой поляны этого достаточно. Главный козырь – цена меньше 4000 рублей. На 6-м месте Zog Dart 250. Это уже серьезная машина для тех, кто хочет скорость. Корпус из потолочной плитки высокой плотности весит 170 граммов без батареи. Мотор мощностью 1400 ватт разгоняет модель до 170 километров в час. При этом размах крыльев всего 60 сантиметров. В воздухе на высокой скорости его почти не видно. 5-е место. Freebird Evolution от Graupner. Пилотируется жестко и требует уверенных рук. Никакой электронной стабилизации. Только аэродинамика и реакция пилота. Немецкий производитель выпускает эту модель с 2012, но в версии 2026 обновил электронику и поставил бесколлекторный мотор нового поколения. Особенность конструкции поворотной консоли крыла: угол их установки меняется в полете, и самолет может зависать в воздухе почти вертикально, как птица в восходящем потоке. Это не трюк и не маркетинг. Физика работает именно так. Видео с этой моделью регулярно набирают миллионы просмотров, потому что поведение в воздухе выглядит неправдоподобно. 4-е место. Motion RC Centurion X. Американская компания сделала ставку на автономность. Встроенный полетный контроллер умеет удерживать высоту, возвращаться домой при потере сигнала и облетать препятствия по данным барометра и акселерометра. Никакой камеры и никакого искусственного интеллекта, только датчики и алгоритмы. Время полета 50 минут на одном заряде. Размах крыльев 1,20 м. 3-е место. И здесь выбор между скоростью и зрелищностью становится по-настоящему сложным. Эта модель популярна среди картографов и фотографов, которые не хотят тратить деньги на профессиональные дроны. Flamingo X Pro от тайваньской компании Atomic Works появился в продаже в январе 2026 и за 3 месяца стал самой обсуждаемой моделью на форумах радиоуправляемых пилотов. Причина проста. Самолет умеет делать то, что раньше было доступно только в симуляторах. Система активного вектора тяги поворачивает мотор на 20 градусов в любую сторону прямо в полете. Это позволяет выполнять плоский разворот на нулевой скорости. Самолет буквально разворачивается на месте, как вертолет, а потом снова набирает ход. На соревнованиях по фристайлу пилоты с этой моделью выигрывают просто потому, что судьи никогда не видели ничего подобного вживую. Размах крыльев 90 сантиметров, масса с батареей 700 граммов, время полета 28 минут. Скорость в горизонтальном полете 110 км в час. Корпус из углеродного волокна и стекловолокна при ударе о землю на скорости 50 км в час. В ходе испытаний модель получила только царапины на передней кромке крыла. Не рекорд по меркам этого списка, но в сочетании с маневренностью цифра уже не имеет значения. 2-е место занимает модель, которая разрушает само понятие радиоуправляемый самолет
самолет для хобби. Vector Hawk Fusion 3D выпускается немецкой мастерской Штурмвогель, которая до 2024 делала только профессиональные учебные тренажеры для авиационных школ. Fusion 3D — их первый потребительский продукт, и они не стали упрощать конструкцию. Фюзеляж напечатан на промышленном 3D-принтере из нейлона с углеродным наполнением. Каждый экземпляр весит ровно 480 граммов. Допуск при производстве плюс-минус 3 грамма. Мотор развивает тягу, вдвое превышающую вес самолета, что дает вертикальный взлет с нулевой скоростью без какой-либо электроники стабилизации. Только мощь и геометрия. Максимальная скорость в пикировании зафиксирована на соревнованиях в Штутгарте в феврале 2026-го. 204 км в час. После выхода из пики самолет выдержал перегрузку 18 единиц. Для справки, пилот истребителя теряет сознание уже при 9. Пульт управления идет в комплекте и настроен под конкретный экземпляр на заводе. Перепрошивка не нужна. Время зарядки аккумулятора 20 минут через быстрый зарядник. Время полета в активном пилотировании 17 минут. В режиме спокойного крейсерского полета 35. Цена в России через официального дистрибьютора 47 тысяч рублей. Это дорого. Но среди всех моделей в этом списке Fusion 3D единственная, которую покупают не для того, чтобы летать, а для того, чтобы показывать другим, что умеет настоящая техника. На соревнованиях в Дюссельдорфе в марте 2026-го пилот с позывным Краузе выполнил на Fusion 3D комплекс из 31 фигуры высшего пилотажа за 4 минуты 40 секунд. Предыдущий рекорд для серийных моделей составлял 23 фигуры. Видео с соревнований набрало 3 миллиона просмотров за первые двое суток. Осталось первое место. И это не тот самолет, который вы ожидаете увидеть на вершине. Первое место в этом списке занимает модель за 3400 рублей. Именно так. Самый лучший радиоуправляемый самолет 2026 года по совокупности характеристик стоит меньше, чем поход в ресторан на двоих. Это Volantex TrainStar Mini. И выбор в его пользу основан не на эмоциях, а на цифрах. За последние 12 месяцев эту модель купили больше 180 тысяч человек по всему миру. На крупнейшем форуме радиоуправляемых пилотов RC Groups у нее 4300 отзывов со средней оценкой 4,8 из 5. Это не случайность. Это результат того, что китайский производитель Volantex потратил 3 года на доработку одной модели вместо того, чтобы выпускать новые. Размах крыльев 70 сантиметров, масса с батареей 310 граммов. Конструкция из вспененного полипропилена, материала, который используют в автомобильных бамперах. При лобовом ударе о землю на скорости 40 км в час модель в 90% случаев остается целой. Проверена пользователями, а не рекламным отделом. Встроенная система стабилизации работает в 3 режимах. В первом режиме самолет летит сам. Пилоту нужно только задавать направление. Во втором режиме стабилизация помогает, но не доминирует. В третьем режиме электроника полностью отключается, и модель реагирует только на команды с пульта. Переключение между режимами — одна кнопка на пульте прямо в полете. Именно эта система сделала TrainStar Mini стандартом обучения в авиамодельных кружках России, Германии и Японии одновременно. Время полета на одном заряде 25 минут. Зарядка через обычный порт USB-C, кабель в комплекте. Пульт работает на частоте 2,4 ГГц, дальность уверенного сигнала 300 метров. Для парковой модели этого достаточно с запасом. Но главная причина первого места не в технических характеристиках. Volantex TrainStar Mini — единственная модель в этом списке, которая одновременно подходит 8-летнему ребенку и опытному пилоту. Ребенок летает в первом режиме стабилизации и не разбивает самолет. Опытный пилот отключает электронику и получает чистую аэродинамику без электронных костылей. Одна модель. 2 совершенно разных опыта использования. В марте 2026-го Московский авиамодельный клуб «Высота» провел эксперимент. 10 человек, никогда не державших пульт в руках, получили по TrainStar Mini и 30 минут на освоение. 9 из 10 совершили успешный полет в первый же день. 10-й разбил модель при посадке, склеил за 15 минут и тоже поднял ее в воздух. 47 тысяч рублей за Fusion 3D против 3400 за TrainStar Mini. Разница в 14 раз. Fusion 3D быстрее, маневреннее и зрелищнее. Но TrainStar Mini летает каждые выходные, а не стоит в шкафу в ожидании идеальных условий. Это и есть ответ на вопрос, который мы задали в начале. Знать лучшие модели — это половина дела. Итак, какой из этих самолетов вы выбрали для своих полетов? Если хотите узнать больше о лучших нейросетях, которые помогут вам в этом, загляните на наш сайт playprofi.com. Все самые популярные решения по одной подписке. А если зарегистрируетесь сегодня по ссылке в описании, получите 500 токенов в подарок. Ведь даже нейросети любят бонусы.
Вторая половина — это понимать, почему одни пилоты разбивают самолет в первый же день, а другие летают годами на одной модели без единой серьезной поломки. Разница не в удаче и не в таланте, Стейн, она в нескольких конкретных привычках. Первое и самое важное. Никогда не поднимай новую модель в ветер сильнее 5 метров в секунду. Это скорость, при которой листья на деревьях начинают постоянно двигаться. Большинство крушений новичков происходит именно из-за ветра, а не из-за ошибок управления. Модель весом 300 граммов при порыве 8 метров в секунду теряет управляемость быстрее, чем человек успевает среагировать. Простое правило. Если трава на поле стелется, лети завтра. Второй секрет касается батарей. Все производители в этом списке указывают время полета при температуре 20 градусов тепла. При 0 градусов литий-полимерный аккумулятор теряет до 30% емкости. При минус 10 до 50. Пилоты, которые не знают этого факта, садят батарею в воздухе и теряют самолет. Решение простое. Держи батарею в кармане до самого запуска, чтобы она оставалась теплой. Третий момент — калибровка. Каждая модель из этого топа требует калибровки гироскопа перед первым полетом. Процедура занимает 40 секунд и описана в инструкции на странице 3. 70% покупателей пропускают этот шаг. Именно поэтому самолет тянет влево, кренится на взлете или не держит горизонт. Не потому что модель бракованная, а потому что гироскоп не знает, где у него верх. Четвертый секрет знают только опытные пилоты. Первые 10 полетов на любой новой модели нужно выполнять на высоте не ниже 30 метров. На малой высоте у пилота нет времени на исправление ошибки. Земля слишком близко. На высоте 30 метров есть 3-4 секунды на реакцию. Этого достаточно, чтобы выровнять самолет после любой нештатной ситуации. Пятый факт касается посадки, самого сложного элемента для новичка. На TrainStar Mini Skywalker посадка выполняется на брюхо прямо в траву. Шасси на этих моделях декоративное. Правильная техника. Снижаться под углом не больше 10 градусов. Скорость перед касанием минимальная. Газ убирается за 2 метра до земли. Большинство поломок при посадке происходит из-за того, что пилот убирает газ слишком рано, и модель падает с высоты 1,5 метров, вместо того, чтобы скользить по траве. Шестой момент. Дальность. Все модели в этом списке имеют заявленную дальность от 300 до 800 метров. Реальная безопасная дальность вдвое меньше. На расстоянии 300 метров модель размером 70 сантиметров выглядит как точка, и пилот теряет понимание ее ориентации в пространстве. Это называется потерей пространственной ориентировки. Именно из-за нее разбиваются опытные пилоты, а не новички. Новичок боится и держит модель близко. Опытный улетает далеко и перестает понимать, куда смотрит нос самолета. Седьмой и последний секрет — симулятор. Программа Real Flight или X-Plane с поддержкой радиоуправляемых моделей стоит меньше 1000 рублей. 20 часов в симуляторе заменяют 10 разбитых самолетов в реальности. Пилоты, которые прошли через симулятор перед первым реальным полетом, в 4 раза реже разбивают модель в первые 3 месяца. Это данные опроса 3000 пользователей на форуме RC Groups за 2025 год. Цифра говорит сама за себя. Разрыв между новичком и профессиональным пилотом в мире радиоуправляемых самолетов измеряется не годами практики, а конкретными решениями при выборе модели. Купи не ту модель в начале, и через месяц бросишь хобби. Купи правильную, и через полгода будешь выполнять фигуры высшего пилотажа. Новичок в 2026 году должен смотреть на 3 модели из этого списка. TrainStar Mini, Skywalker X8 и FrSky Ascent Mini. Все 3 объединяет одно свойство. Они прощают ошибки. TrainStar Mini прощает грубое управление за счет электронной стабилизации. Skywalker прощает неправильный выбор места посадки за счет медленной скорости снижения. Ascent Mini прощает столкновение за счет легкого веса. При ударе о дерево на скорости 30 км в час модель весом 180 граммов отскакивает, а не разлетается. Главная ошибка новичка. Купить красивую модель вместо правильной. Реактивный E-Flight Typhoon выглядит как настоящий истребитель и стоит 20 тысяч рублей. Но он не прощает ни одной ошибки при посадке, требует ровной твердой поверхности для взлета и разбивается при любом контакте с травой на скорости выше 60 км в час. Новичок, купивший Typhoon первым самолетом, разобьет его в первые 3 полета с вероятностью 80%. Это не преувеличение, да, именно такую статистику приводит производитель в разделе часто задаваемых вопросов на своем сайте. Профессиональный пилот смотрит на другие характеристики. Его не интересует стабилизация. Он давно летает без нее. Его интересует точность реакции на команды, качество сервоприводов и время отклика электроники. Именно поэтому профи выбирают Fusion 3D и Zogt Dart. У обеих моделей время отклика сервоприводов меньше 10 миллисекунд, а механический люфт в рулевых тягах близок к нулю. На скорости 180 км в час разница между 10 и 20 миллисекундами отклика, соответственно, это разница между выходом из маневра и столкновением с землей. Отдельная категория — пилоты среднего уровня, которые летают год-два и хотят прогрессировать. Для них оптимальный Vector Hawk Fusion 3D
в режиме с отключенной стабилизацией или Motion R C Centurion X. Centurion интересен тем, что его автономные функции можно использовать как тренажер. Включи режим удержания высоты, отработай развороты, потом отключи и повтори то же самое вручную. Разрыв между тем, как самолет летит в автоматическом режиме, и тем, как он летит под твоим управлением, это точное измерение того, что именно нужно тренировать. Есть еще один факт, который производители не афишируют. 90% поломок радиоуправляемых самолетов происходят не в воздухе, а при взлете и посадке. В воздухе модель в безопасности она движется, у нее есть подъемная сила и инерция. На земле она беззащитна, неровная поверхность, камень под колесом, порыв ветра в момент отрыва. Именно поэтому опытные пилоты тратят на отработку взлета и посадки столько же времени, сколько на фигуры пилотажа. Новички делают наоборот, тренируют красивые маневры в воздухе и каждый раз надеются на удачу при посадке. Выбор модели по уровню подготовки — это не снобизм и не маркетинг. Это просто математика. Правильная модель в руках новичка дает прогресс, неправильная дает только счет за ремонт. В 2026 году радиоуправляемые самолеты получили технологии, которые 5 лет назад были доступны только военным беспилотникам. Это не метафора. Конкретные системы перекочевали из оборонных разработок в потребительский рынок, и цены на них упали в десятки раз. Первая технология — телеметрия в реальном времени. Centurion X и Fusion 3D передают на пульт управления полный пакет данных каждые 100 миллисекунд. Скорость, высоту, заряд батареи, температуру мотора, координаты по встроенному навигационному модулю. Пилот видит на экране пульта все то же самое, что видит пилот настоящего самолета в кабине. Если температура мотора превышает 80 градусов, пульт вибрирует. Если батарея падает ниже 20%, звуковой сигнал. Это не удобство, это защита от потери модели. Вторая технология касается материала. Корпус Fusion 3D напечатан из нейлона с углеродным наполнением, того же материала, из которого делают корпуса промышленных дронов для нефтяных платформ. Удельная прочность этого материала выше, чем у алюминия, при массе втрое меньше. Еще 3 года назад килограмм такого нейлона стоил 8 тысяч рублей только за сырье. Сегодня промышленная печать снизила себестоимость до уровня, при котором модель за 47 тысяч рублей оказывается дешевле, чем была бы 3 года назад при тех же характеристиках. Третья технология — системы предотвращения потери сигнала. Все модели верхней половины этого списка работают на протоколе связи с автоматическим переключением между каналами частоты 2,4 ГГц. Если на одном канале появляются помехи, система переключается на другой за 8 миллисекунд. Пилот не замечает ничего. Без этой технологии радиопомехи от линии электропередачи или мобильной вышки могли обрушить сигнал на секунду. Достаточно, чтобы потерять самолет на скорости 100 км в час. Четвертая технология удивляет больше всего. Valantex TrainStar Mini, модель за 3400 рублей, оснащен тем же трехосевым гироскопом, который стоит в смартфонах последнего поколения. Чип стоит производителю меньше 100 рублей, но обрабатывает данные о положении самолета в пространстве 1000 раз в секунду и корректирует рули за время, которое человеческий мозг не воспринимает как интервал. Именно этот чип позволяет новичку летать в первый день. Не мастерство пилота, а 1000 микрокоррекций в секунду от электроники. Пятая технология изменила рынок структурно. Бесколлекторные моторы, которые стоят на всех моделях из этого списка, появились в потребительском сегменте меньше 10 лет назад. До этого радиоуправляемые самолеты летали на коллекторных моторах с угольными щетками. Они изнашивались за 50 часов работы и требовали регулярной замены. Бесколлекторный мотор TrainStar Mini рассчитан на 3000 часов работы. При 25 минутах полета в день это 7 лет без единого ремонта мотора. Шестая технология — быстрая зарядка. Стандарт USB-C питания с протоколом быстрой зарядки, который использует TrainStar Mini и Askent Mini, заряжает батарею за 30 минут от любого современного телефонного зарядника. 5 лет назад зарядка аналогичного аккумулятора занимала 1,5 часа и требовала специального балансировочного зарядного устройства за 3000 рублей. Сегодня кабель в комплекте и розетка в кармане. Все это вместе означает одно: технический порог входа в хобби в 2026 году ниже, чем когда-либо, а потолок возможностей выше, чем большинство пилотов успевают освоить за несколько лет практики. Если бы нужно было купить один самолет из всего этого списка, только один, без права на второй выбор, это был бы не Fusion 3D за 47 тысяч и не Centurion X с его автономными системами. Выбор редакции — Vector Hawk Flamingo X Pro. И вот почему эта модель стоит отдельного разговора. В апреле 2026 на аэродроме Кубинка прошел закрытый показ для членов Федерации авиамодельного спорта России. Организаторы пригласили 12 пилотов с разным уровнем подготовки. От новичков с полугодовым стажем до мастеров спорта. Каждому дали Flamingo X Pro на 30 минут без предварительного знакомства с моделью. Результат показа изменил представление о том, каким должен быть универсальный самолет. Новички освоили базовое управление за 8 минут. Не за день, не за несколько полетов, за 8 минут. Система активного вектора тяги компенсирует
компенсирует ошибки управления настолько эффективно, что самолет физически не дает себя загнать в штопор при стандартных настройках. Мастера спорта переключили модель в полностью ручной режим и через 10 минут выполняли маневры, которые до этого были возможны только на специализированных соревновательных платформах. Один из пилотов, Сергей Малинин, чемпион России по высшему пилотажу 2024 года, после полета сказал буквально следующее: «Модель позволяет делать то, что я придумывал в голове, но не мог реализовать на предыдущем оборудовании». Это прямая цитата из отчета Федерации, опубликованного на официальном сайте в мае 2026. Технические характеристики Flamingo X Pro в боевых условиях показали следующее. При порыве ветра 14 метров в секунду, но это уже штормовой ветер по шкале Бофора, модель удержала горизонтальный полет без вмешательства пилота за счет автоматической перекладки вектора тяги. Ни одна другая серийная модель в этом списке на такое не способна. Fusion 3D при том же ветре потребовал бы постоянных активных коррекций от пилота. TrainStar Mini пришлось бы посадить. Цена Flamingo X Pro 28 тысяч рублей в комплекте с пультом и 2 батареями. Это втрое дороже TrainStar Mini и вдвое дешевле Fusion 3D. Ровно посередине по цене. И выше обоих по универсальности. Единственный реальный недостаток модели обнаружился при температуре ниже минус 15 градусов. Система вектора тяги использует пластиковые шарниры в механизме поворота мотора, которые при сильном морозе теряют эластичность и начинают работать с задержкой. Производитель выпустил обновление прошивки в марте 2026, которое программно компенсирует эту задержку, но полностью проблему не решает. При температуре ниже минус 15 рекомендуется держать модель в тепле до самого запуска. То же правило, что и с батареей. Но при температуре выше нуля, ветер до 14 метров в секунду, на любой ровной площадке размером 20 на 20 метров, Flamingo X Pro делает все, что от него просят, независимо от того, кто держит пульт. Это и есть определение лучшего самолета. Не самый быстрый, не самый дешевый, не самый зрелищный, а тот, который летает всегда и для всех. Вопрос был простым. Какой радиоуправляемый самолет 2026 года стоит ваших денег на самом деле? Ответ зависит от одного конкретного параметра. Как часто вы планируете летать? Если раз в неделю и больше, TrainStar Mini за 3400 рублей. Никакой другой модели в этом списке не нужно объяснять, почему именно она. 180 тысяч покупателей за год, 9 из 10 новичков в воздухе в первый день, корпус из автомобильного бампера. Эта модель переживет сотни полетов и останется в рабочем состоянии, пока вы не решите перейти на следующий уровень. Если вы уже летаете и хотите прогрессировать, Flamingo X Pro за 28 тысяч. Система вектора тяги дает возможности, которых нет ни у одной другой серийной модели в этой ценовой категории. Чемпион России по высшему пилотажу назвал ее лучшим инструментом для реализации идей. Это не реклама, это цитата из официального отчета Федерации. Если деньги не ограничение и нужен абсолютный максимум, Fusion 3D за 47 тысяч. 204 км в час в пикировании, перегрузка 18 единиц, 31 фигура пилотажа за 4 минуты 40 секунд. Эта модель существует за пределами того, что большинство пилотов успевают освоить. Теперь финальный факт, который меняет всю картину целиком. В 2026 году средний возраст нового покупателя радиоуправляемого самолета в России составляет 34 года. Не 12 лет, как принято думать, и не 60, как было в эпоху авиамодельных кружков советского времени. 34 года, считайте, это работающий человек с деньгами, который ищет хобби с реальной технической глубиной и измеримым прогрессом. Именно поэтому рынок вырос на 42% за последние 2 года. Именно поэтому Штурмвагель выпустил потребительскую модель после 20 лет работы только с профессиональными школами. Именно поэтому Volantex 3 года дорабатывал одну модель вместо выпуска 10 новых. Они знали, кто их покупатель, и сделали под него идеальный продукт. Радиоуправляемый самолет в 2026 году. Это не игрушка и недорогое увлечение для избранных. Это доступная техника с реальной инженерной сложностью, которая умещается в рюкзак, заряжается от телефонного зарядника и поднимается в воздух с любой ровной площадки размером с теннисный корт. От первого распакованного коробки до первого самостоятельного полета — 1 день. От первого полета до уверенного пилотирования — 3 месяца при занятиях раз в неделю. От уверенного пилотирования до фигур высшего пилотажа столько, сколько вы готовы вложить время. Самолет уже ждет. Осталось только решить, с какого уровня вы начинаете.